Трехмерное сканирование способно раскрывать тайны, которые десятилетиями оставались под толщей воды. В рамках одной из самых амбициозных подводных экспедиций, проведенной в 2023 году, исследователи смогли создать детальную трехмерную модель «Титаника». Эта модель стала возможной благодаря использованию высокотехнологичного оборудования, которое анализировало структуру затонувшего корабля и выявляло повреждения, о которых никто не знал. В ходе экспедиции была задействована команда ученых, инженеров и подводных операторов, оснащенных новейшими рентгеновскими и лазерными системами. Уникальные технологии позволили получить изображение с потрясающей четкостью и детализацией. За 8 дней работы на глубине 3800 метров исследователи провели сканирование более чем 70% корпуса «Титаника». Сканирование с помощью трехмерных технологий дало возможность не просто получить визуальные данные, но и провести анализ состояния корабля. Инженеры смогли обнаружить ранее незамеченные повреждения в нескольких ключевых местах, что ставило под сомнение прежние представления о том, как именно «Титаник» затонул. В частности, на корме и на носу были зафиксированы трещины и разрушения, которые могли оказать влияние на его устойчивость во время столкновения с айсбергом. Технология трехмерного сканирования, основанная на принципах лазерного и фотограмметрического анализа, позволила создать виртуальную реальность, где каждый элемент «Титаника» был точно воспроизведен. Ученые использовали множество камер и датчиков, которые, вращаясь вокруг судна, собирали данные с невероятной скоростью. Это обеспечивало максимальную точность и отсутствие искажений в полученных моделях. Каждый этап работы сопровождался напряжением. Исследователи были осведомлены о том, что «Титаник» постоянно подвергается воздействию подводных течений и микробов, что разрушает его структуру. Поэтому каждая новая модель могла содержать уникальную информацию о том, насколько серьезно ухудшилось состояние судна за последние годы. Эти данные играли решающую роль в планировании дальнейших исследований и возможных операций по консервации. Работа по сканированию «Титаника» не только открывала новые горизонты для науки, но и вызывала большой интерес у широкой публики. Каждый факт, каждое открытие становились новыми акцентами в истории, которая продолжала жить даже спустя более 110 лет после трагедии. Открытия, которые совершались на глубине, бросали новый свет на старые события, заставляя людей задуматься о значении и последствиях затопления «Титаника». Таким образом, исследование с использованием трехмерного сканирования не только стало технологическим прорывом, но и привнесло важные данные в изучение морских катастроф, открывая новые возможности для понимания и сохранения подводного наследия. Утром 14 апреля 1912 года «Титаник» плавно пересекал Атлантический океан. На его борту находились более 2000 человек, среди которых были богатейшие люди того времени, а также простые пассажиры, мечтавшие о лучшей жизни в Америке. Корабль считался непотопляемым благодаря современным технологиям и конструкции, которые обеспечивали безопасность и комфорт. Однако трагедия не заставила себя ждать. Вечером произошло столкновение с айсбергом, что привело к затоплению. Первые часы после столкновения были полны хаоса и паники. Прежнее ощущение безопасности было разрушено, когда экипаж осознал, что вода стремительно заполняет трюмы. Лишь 12 человек из 220, находившихся в третьем классе, смогли спастись. «Титаник» затонул всего за 2 часа и 40 минут, унеся с собой множество жизней. Эта трагедия стала одним из самых известных морских катастроф XX века. События той роковой ночи стали предметом многочисленных исследований и обсуждений. Причины катастрофы анализировались многими учеными и историками. Одним из ключевых факторов, оказавших влияние на судьбу корабля, стало отсутствие достаточного количества спасательных шлюпок. На борту находилось лишь 16 шлюпок, что было недостаточно даже для спасения половины пассажиров. Во время первой экспедиции к месту крушения, проведенной в 1985 году, команда исследователей обнаружила остатки «Титаника» на глубине 3800 метров. Это открытие дало возможность изучить не только сам корабль, но и его окружающую среду. Однако многие детали его истории оставались загадкой. Ученые пытались восстановить картину того, что произошло в ту фатальную ночь, и каждый новый факт открывал новые горизонты для дискуссий. 80 лет спустя после крушения
«Титаник» стал объектом интереса для исследователей со всего мира. Новые технологии, такие как подводные дроны и лазерное сканирование, присоединились к традиционным методам исследования. Это позволило не только получить качественные изображения корабля, но и выявить его текущее состояние. С каждым погружением становилось все более очевидным, что «Титаник» находится под угрозой разрушения, и необходимо было срочно предпринимать меры для его сохранения. Неожиданно в процессе исследований начало происходить что-то необычное. Ученые заметили, что некоторые участки корпуса начали разрушаться быстрее, чем ожидалось. Это было связано с воздействием микробов, которые постепенно поедали металл. Были сделаны выводы, что именно эта активность стала причиной неожиданного ухудшения состояния корабля. Каждое новое открытие вызывало волну обсуждений в научном сообществе и среди любителей истории. Если бы не новые технологии, многие тайны могли бы остаться неразгаданными. В это время возникли идеи о необходимости проведения новой экспедиции, которая бы глубже исследовала «Титаник» и ответила на вопросы, оставшиеся без ответов после предыдущих исследований. В 1985 году мир стал свидетелем первой успешной экспедиции к затонувшему «Титанику». Команда исследователей, возглавляемая Робертом Баллардом, использовала подводные аппараты, способные работать на больших глубинах. Их цель заключалась не только в обнаружении остатков корабля, но и в изучении его состояния, а также в попытке понять, что именно привело к крушению. Если вам понравились наши погружения в мир тайн «Титаника», не упустите возможность подписаться на канал. Здесь всегда есть что-то увлекательное. А если хотите поддержать наши исследования, то ссылка для доната в описании или на экране, ведь даже самые глубокие тайны требуют немного финансирования, как и наши дроны. На глубине 3800 метров ученые столкнулись с неожиданными трудностями. Температура воды составляла всего 2 градуса по Цельсию, а давление превышало 800 атмосфер. Команда работала в условиях серьезного стресса, зная, что каждая минута на этой глубине может стать последней. После нескольких часов напряженной работы они наконец-то увидели силуэты «Титаника», пронизывающие тьму океана. Первый взгляд на затонувший корабль был поразительным. Огромные обломки подводного гиганта располагались на морском дне, словно замороженные во времени. Однако, чем больше команда исследовала, тем яснее становился опасный уровень разрушения. Местами корпус был сильно поврежден, а другие участки выглядели как будто покрыты пеленой загадочных существ. Ученые начали фиксировать все детали, но вскоре столкнулись с проблемой. Некоторые места были недоступны для их подводных аппаратов. В процессе работы несколько членов команды начали беспокоиться о состоянии своих аппаратов. Один из подводных дронов застрял в обломках, и его нужно было срочно вытаскивать, иначе он мог стать причиной серьезной аварии. Ситуация усугублялась тем, что связь с аппаратом периодически прерывалась из-за сильных подводных течений. Это создавало дополнительное напряжение среди исследователей, которые понимали, что время против них. Каждый миг мог стать решающим для всех участвующих в экспедиции. Параллельно с борьбой за спасение дрона возникли и другие проблемы. В процессе изучения состояния корпуса обнаружили следы коррозии, вызванной так называемыми «железными едоками» — микроорганизмами, которые разрушали металл. Это открытие шокировало ученых. Появились опасения, что «Титаник» может исчезнуть в ближайшие десятилетия, если не предпринять срочные меры по его сохранению. Тем не менее, исследователи продолжали свою работу, фиксируя каждый новый факт. Каждый элемент, будь то часть корпуса или обломки мебели, становился частью большой мозаики. Ученые начали понимать, что «Титаник» не просто корабль, а нечто большее, символ трагедии и человеческих жертв. Эта новая перспектива добавляла весомости их усилиям в сохранении его наследия. Когда экспедиция подошла к концу, команда вышла на поверхность с уникальными данными и впечатляющими снимками. Но шокирующие открытые факты о разрушении, которые они зафиксировали, оставили множество вопросов без ответов. Исследователи понимали, что это только начало долгого пути к пониманию причин катастрофы и необходимости его сохранения. Во время исследований, проведенных после первой экспедиции, ученые столкнулись с непрерывно растущими вызовами. Разработка новых методов исследования подводного мира стала насущной необходимостью. Научное сообщество осознало, что традиционные способы изучения затонувших объектов не соответствуют потребностям времени.
Подводные роботы и дроны, которые использовались, требовали модернизации, чтобы обеспечить более точные результаты и снизить риски во время исследований. Среди новых технологий, которые начали активно развиваться, выделялись системы, использующие искусственный интеллект для анализа данных. С помощью машинного обучения исследователи смогли обрабатывать огромное количество изображений и видео, полученных из глубин океана. Это позволяло не только выявлять повреждения, но и предсказывать их дальнейшее развитие. Во время одной из таких операций в 1991 году команда обнаружила, что определенные участки «Титаника» начали разлагаться с тревожной скоростью. Параллельно с развитием технологий возникла необходимость в более глубоком понимании экосистемы, окружающей затонувший корабль. Ученые начали проводить исследования морских организмов, обитающих на корпусе «Титаника». Эти исследования продемонстрировали, что некоторые виды микробов адаптировались к условиям, созданным разлагающимся металлом, и начали разрушать его с небывалой эффективностью. Это открытие потребовало пересмотра подходов к сохранению исторического наследия. В это время команда обнаружила несоответствие между данными, полученными из разных источников. Некоторые исследователи утверждали, что «Титаник» находится в относительно стабильном состоянии, в то время как другие, основываясь на новых данных, утверждали, что его разрушение ускоряется. Эти разногласия породили конфликты внутри научного сообщества, усложняя процесс принятия решений о будущих экспедициях. Беспокойство о судьбе «Титаника» становилось все более актуальным. К этому времени стало очевидно, что для успешного изучения и сохранения «Титаника» необходимо было объединить усилия разных научных дисциплин. Объединяя экспертов в области биологии, инженерии и археологии, ученые начали разрабатывать многофункциональные подводные аппараты, способные выполнять разные задачи. Эти новые аппараты должны были не только исследовать, но и осуществлять меры по консервации поврежденных участков. Ситуация усугубилась, когда одна из экспедиций столкнулась с непредвиденными трудностями. Подводный дрон, который исследовал один из наиболее разрушенных участков, вышел из строя. Команда оказалась перед выбором — продолжить исследование или попытаться спасти аппарат. Поскольку дрон содержал множество данных, собранных в ходе работы, решение требовало взвешенного подхода. Эмоции достигли пика, когда исследователи поняли, что спасение дрона может стоить им времени, необходимого для изучения других, не менее важных участков. Таким образом, необходимость в новых методах исследования подводного мира становилась все более актуальной. Каждый новый день приносил вызовы, требующие срочных решений и инновационных подходов. Исследователи осознавали, что «Титаник» — это не просто корабль, а целая экосистема, полная жизненных циклов и взаимодействий. Каждый шаг к его сохранению становился шагом в неизведанное. В процессе очередной экспедиции к «Титанику» ученые столкнулись с неожиданными открытиями. Используя новые подводные аппараты, они получили изображения, которые резко отличались от предыдущих данных. На корпусе корабля, ранее казавшегося относительно целым, были обнаружены трещины и сквозные дыры, которые свидетельствовали о серьезных повреждениях. Эти находки ставили под сомнение прежние выводы о состоянии «Титаника». Каждая новая деталь требовала тщательного анализа. Команда разделилась на группы, чтобы охватить разные участки корабля. Биологи исследовали экосистему, инженеры изучали детали конструкции, а археологи фиксировали исторические артефакты. Все они понимали, что каждая секунда на глубине может обернуться потерей уникальных данных. Напряжение нарастало, когда стало очевидно, что находящиеся на внешней стороне повреждения могут угрожать не только самому кораблю, но и будущим экспедициям. Однажды, когда подводный дрон обследовал носовую часть «Титаника», его камеры зафиксировали странное свечение. Когда аппарат приблизился, команда увидела, что это было вызвано колонией микробов, активно разрушающих металл. Ученые с ужасом поняли, что такие колонии могут оказаться причинами еще большего разрушения, чем они предполагали ранее. В результате они начали фиксировать каждый новый участок, подвергшийся воздействию этих разрушительных организмов. Обсуждения о последствиях открытий становились все более ожесточенными. Некоторые члены команды считали, что необходимо немедленно начать меры по консервации поврежденных участков, в то время как другие настаивали на продолжении исследований. Этот раздор привел к внутреннему конфликту, который угрожает успешному завершению экспедиции.
Ситуация достигла критической точки, когда исследователи обнаружили, что некоторые из трещин находились в непосредственной близости к местам, где ранее были установлены конструкции для консервации. Это открытие поставило под сомнение безопасность самих мероприятий и вызвало бурю эмоций среди членов команды. В итоге, в условиях нарастающей паники было решено провести экстренное собрание. Во время обсуждения было принято решение, что необходимо немедленно провести дополнительные исследования, чтобы уточнить состояние поврежденных участков. Однако это требовало значительных временных затрат, что вызывало недовольство у части команды, которая хотела немедленно приступить к консервации. Необходимость в компромиссном решении стала очевидной, но время поджимало. Собрание завершилось тем, что было решено провести дополнительные погружения с максимальной аккуратностью. Каждое новое исследование требовало максимальной концентрации и координации действий. Команда понимала, что каждая ошибка может стать фатальной как для «Титаника», так и для их собственных жизней. Открытие ранее неизвестных повреждений поставило под угрозу не только целостность корабля, но и их научные амбиции, заставляя их задуматься о реальных последствиях своих действий. В этот момент стало ясно, что «Титаник» хранит не только тайны своего крушения, но и загадки, которые могут изменить представление о его истории. Во время новых погружений команда столкнулась с последствиями открытий, которые изменили их планы на дальнейшие действия. Обнаруженные повреждения «Титаника» требовали немедленной реакции. Члены группы начали обсуждать меры по его сохранению, и мнения разделились. Одни настаивали на срочных консервационных работах, чтобы остановить разрушение, другие предлагали продолжить исследования для сбора дополнительных данных об историческом объекте. Внезапно в процессе работы подводного дрона произошел сбой в системе навигации. Аппарат, обследовавший один из наиболее пострадавших участков, потерял связь с командой. Исследователи осознали, что могут потерять не только дорогостоящее оборудование, но и важные данные, собранные за время экспедиции. Ситуация накалилась до предела. Решение отправить подводного оператора для ручного управления дроном на глубину стало необходимым. Оператор спустился в воду, полон решимости вернуть аппарат и продолжить исследование. Тем временем остальные члены команды фиксировали данные о состоянии «Титаника», надеясь, что их действия не будут напрасными. Когда оператор добрался до дрона, он обнаружил, что тот застрял в обломках. Все попытки освободить аппарат оказались тщетными. В этот момент оператор заметил, что вблизи него начали появляться необычные организмы, обживавшие корпус «Титаника». Их поведение вызывало тревогу, поскольку эти существа могли быть причиной ускоренного разрушения металла. Вернувшись на поверхность, оператор сообщил команде о своих наблюдениях, что добавило новую ноту напряжения в обсуждение о судьбе корабля. Ситуация усугубилась, когда команда поняла, что время против них. В условиях постоянного разрушения и угрозы потери уникального объекта необходимость в срочных мерах по сохранению становилась настойчивой. В это время члены команды активно обсуждали возможные стратегии. Одни предложили использовать специальные защитные покрытия, которые могли бы замедлить коррозию. Другие настаивали на необходимости более глубоких научных исследований для интеграции новых данных в процесс сохранения. Эти разногласия углубили внутренний конфликт и поставили под угрозу единство группы. Чем больше времени проходило, тем яснее становилось, что традиционные методы сохранения устарели перед лицом новых вызовов. Каждое решение требовало значительных ресурсов, и время поджимало. Исследования показывали, что каждое новое открытие не только углубляло понимание состояния «Титаника», но и требовало немедленных действий, чтобы обеспечить его сохранение для будущих поколений. Каждый новый день на глубине становился решающим для «Титаника», и от их действий зависело, каким будет наследие этого корабля. В процессе очередных исследований команда столкнулась с неожиданным открытием, которое стало ключевым моментом в их работе. Во время погружений подводный дрон зафиксировал ранее неизвестные трещины на корпусе «Титаника», которые не только усиливали его разрушение, но и указывали на возможные причины катастрофы. Эти трещины располагались в местах, где, по мнению ученых, мог произойти критический сбой в конструкции во время удара о айсберг. Ученые начали анализировать данные с дронов и вскоре выяснили, что некоторые из трещин образовались в результате коррозии, вызванной обычными морскими организмами.
В то время как ранее они сосредоточились на механических повреждениях, новые данные показывали, что «Титаник» разрушался изнутри, и это открытие могло изменить представление о катастрофе. Команда понимала, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как глубоко проникает коррозия и насколько сильно она повлияла на структуру корабля. Ученые решили использовать новые технологии, включая рентгеновские аппараты и акустическую томографию, которые позволили бы получить более детальную картину состояния «Титаника». В ходе одной из сессий сканирования аппараты неожиданно зафиксировали сигнал, указывающий на наличие больших полостей внутри корпуса. Эти области, скорее всего, были заполнены водой, что ставило под угрозу устойчивость всего судна. Команда пришла к выводу, что если не предпринять меры по консервации, «Титаник» может полностью разрушиться уже в ближайшие годы. Параллельно с этим открытием начались споры о том, нужно ли продолжать исследования или приступить к консервации. Некоторые члены команды считали, что для сохранения «Титаника» необходимо немедленно начать работы по укреплению поврежденных участков, в то время как другие настаивали на необходимости дополнительных анализов для более глубокого понимания ситуации. В этот момент напряжение достигло своего пика. Каждый член команды осознавал, что их решения могут повлиять на судьбу не только «Титаника», но и на будущее науки в целом. Решение о том, как действовать дальше, стало не только техническим вопросом, но и этическим. Когда обсуждения зашли в тупик, один из исследователей предложил сделать последний шаг — организовать экстренное погружение с целью изучения полостей внутри корпуса. С учетом всех рисков команда согласилась на этот шаг, понимая, что возможности, которые предоставит это исследование, могут стать решающими для дальнейших действий. На следующее утро подготовка началась в спешке. Каждый член команды осознавал риски, но также понимал, что они стоят на пороге великого открытия. Погружение было запланировано на раннее утро. Когда дрон опустился на дно, напряжение в команде возросло. Каждый миг мог стать решающим для сохранения «Титаника», и все ждали с замиранием сердца, что они обнаружат в его недрах. С каждой секундой ожидание усиливалось, пока дрон не начал передавать первые изображения, открывая тайны, которые могли изменить все. Дрон продолжал углубляться в полости «Титаника», передавая изображения, которые поразили всю команду. На экранах возникли кадры, показывающие обширные разрушенные пространства, где когда-то находились грузовые трюмы и машинные отделения. Вместо целостных конструкций исследователи увидели обломки, подверженные разрушению и коррозии. В некоторых местах были обнаружены остатки предметов, которые когда-то принадлежали пассажирам, куски мебели, утраченные документы и личные вещи. Эти находки стали важными артефактами, представляющими человеческие истории и судьбы, которые были унесены в океан. Наиболее важным открытием стала активная коррозия, вызванная не только морскими организмами, но и химическими реакциями, происходившими в замкнутом пространстве. Ученые пришли к выводу, что эти процессы значительно ускорили разрушение «Титаника». Открытие таких полостей могло изменить представление о том, как корабль затонул, а также подходы к его сохранению. Новые данные стали основой для аргументации защиты «Титаника» как объекта культурного наследия. Научное сообщество осознало, что каждый новый факт, собранный в ходе экспедиции, должен служить основой для диалога о сохранении исторического наследия подводного мира. Обнаруженные артефакты и информация о разрушении «Титаника» стали важными для понимания влияния человеческой деятельности на морские экосистемы. Корабль, который когда-то считался символом прогресса, теперь стал наглядным примером последствий технологических катастроф. Обсуждения о значении находок для науки и общества становились все более актуальными. Каждый новый день приносил данные, меняющие представления о подводном наследии. Команда начала планировать публикации открытий, которые должны были привлечь внимание широкой аудитории к вопросам сохранения подводных культурных объектов. Параллельно с этим возникли споры о том, как действовать дальше. Одни члены команды настаивали на немедленных мерах по консервации, другие предлагали продолжить исследования, чтобы лучше понять, как предотвратить подобные разрушения в будущем. Эти разногласия создавали напряжение внутри группы, но также подчеркивали значимость обсуждаемой темы. Кульминационным моментом стало собрание команды, на котором обсуждались выводы. Работы исследователей могли привести к созданию новых стандартов для защиты подобных объектов на международном уровне.
Каждое слово, произнесенное исследователями, могло изменить будущее изучения и охраны подводного наследия. В этот критический момент команда осознала, что они не просто исследуют «Титаник», а становятся частью более широкого движения по сохранению истории человечества, которая лежит на дне океана. Команда продолжала работу, и вскоре на основе собранных данных они разработали план действий по консервации «Титаника». Одним из первых шагов стало установление международной коалиции для защиты подводного наследия. Ученые начали сотрудничать с правительственными структурами, музеями и организациями по охране окружающей среды. Их целью стало создание нового стандарта для защиты затонувших объектов, что могло изменить подход к исследованию и сохранению не только «Титаника», но и других кораблекрушений по всему миру. В ходе обсуждений команда пришла к выводу, что для успешной защиты «Титаника» необходимо не только сохранить его физическое состояние, но и обеспечить доступ к информации о его истории. Они задумали создать виртуальную выставку, включающую трехмерные модели и интерактивные элементы, которые позволят широкой аудитории узнать о трагедии. Эта идея была воспринята с энтузиазмом, так как она могла привлечь внимание молодежи к вопросам охраны культурного наследия. Параллельно с этим начались работы по укреплению наиболее уязвимых участков «Титаника». В результате совместных усилий команды ученые и инженеры разработали специальные конструкции, которые могли предотвратить дальнейшее разрушение. Эти инновации стали основой для будущих проектов по консервации других затонувших судов. С каждым новым открытием команда понимала, что «Титаник» стал не только символом трагедии, но и важным уроком для всего человечества. Исследования показали, как быстро может разрушаться даже самое величественное творение, если не уделять должного внимания его сохранению. В конечном итоге этот опыт стал основой для создания новых стандартов безопасности и охраны подводного наследия. Когда работа подошла к завершению, команда собрала все данные и отправила их в научные журналы. Статьи были опубликованы, и мир узнал о новых открытиях. Обсуждения о «Титанике» вышли за пределы научного сообщества, и проект привлек внимание СМИ. Если вам интересно, как современные технологии могут спасти «Титаник» и других затонувших героев, не забудьте подписаться на наш канал. А если вы хотите, чтобы наш проект продолжал радовать вас новыми открытиями, ссылка для доната в описании. Или сканируйте QR-код на экране. Ведь никто не хочет, чтобы мы утонули в бездне без вашей помощи, правда? Люди начали осознавать, как важно сохранять их культурное наследие, независимо от того, где оно находится – на Земле или под водой. Спустя несколько месяцев после завершения исследований команда получила приглашение участвовать в международной конференции по охране подводного наследия. Это стало важным шагом к тому, чтобы их открытия не остались незамеченными. Команда поняла, что их работа не только помогла сохранить «Титаник», но и открыла двери для будущих исследований, которые могут привести к защите других исторических объектов. История «Титаника» продолжала жить в сердцах людей, но теперь она стала также символом надежды и ответственности. Уроки, извлеченные из трагедии, стали основой для создания будущего, в котором сохранение культурного наследия станет приоритетом для всего человечества. Каждый из нас теперь знает, что без заботы о прошлом будущее может оказаться под угрозой.